Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на Артишок. Сегодня у нас очередная выставка, но прежде чем мы туда пойдем, мне хотелось бы рассказать вам о месте, где она проходит. Это торговый центр под открытым небом под названием Arts Pedregal, открытый в 2018 году компанией Grupo Sordo Madaleno, который расположен к югу от Мехико. Если вы проездом в столице Мексики и решили сделать покупки, то я вам рекомендую именно сюда, так как выбор здесь мировых брендов огромен. В Артс очень уютно, безопасно, а это важно. На территории торгового центра есть много арт-объектов, известных современных художников. Например, Даниэль Бюрен. Это французский художник-концептуалист, и его работу вы можете увидеть на первом этаже, который называется «Карусель». Это удивительно, но даже многие, кто живут в столице, не знают об этом месте. В июле 2018 года часть комплекса обрушилась. К счастью, никто не пострадал. Возможно, это было причиной непопулярности тогда. Я всегда обращаю внимание на интерьеры и отделку строительных материалов. Здесь она безупречна, по последним тенденциям. Также на оформление витрин. Каждый бренд старается привлечь внимание покупателей и соревнуется в его оригинальном дизайне. Безусловно, это тоже часть современного искусства. Похоже, что сегодня установили мобильную фотостудию для домашних любимцев. Посмотрите, как он позирует. Настоящая модель. В Мексике просто обожают собак, особенно представителей маленьких пород. А мы, наконец, поднимаемся на последний этаж, где расположен Public Art, спроектированный Sordo Madaleno Arquitectos. Public Art включает инсталляцию под названием «Навсегда» Ай Weiwei в виде золотых велосипедов. Это современный китайский художник и активист. Вы наверняка о нем уже не раз слышали. Public Art – это пространство для непрерывных экспериментов, которые продвигают новые подходы к современному искусству и культуре с разнообразной аудиторией. Инсталляция «Звуковой киоск» мексиканской художницы Таня Кандиани, о которой я вам уже рассказывала в прошлом выпуске. Каждый, конечно, может интерпретировать по-своему, о чем хотел сказать нам художник. В этом и есть прелесть искусства. У меня эта инсталляция ассоциируется с монополией информации. Как из одного источника трубят все, и все это обрушивается на наши уши, и мы не знаем, что с этим делать. Вывод, друзья, ищите альтернативные источники.
Эти инсталляции на террасе вы можете увидеть всегда, а вот временные выставки проходят этажом выше. И выставка, на которую я вас веду, называется «Вещи, которые мы делаем ради любви». Проект, созданный мексиканским визуальным художником Эриком Мейнбергом, которая состоит из видеоинсталляций и скульптур, где он делится с нами своими впечатлениями о пребывании в Японии, о его личных переживаниях, поиске самого себя, о восприятии чуждого для него мира, проводя аналогию своей прошлой жизни с разбитой керамической вазой, за обломки которых ты цепляешься, пытаешься что-то склеить, чтобы чувствовать землю под ногами и не сойти с ума. О японской культуре, философии, о незабываемых природных пейзажах. Музыкальное сопровождение для этой видеоинсталляции выполнил друг Эрика, Родерик. Возможно, вы уже слышали об Эрике Мейнберге как о художнике, который расписал стену на границе между Мексикой и США. Современное искусство – это зеркало современной жизни. Не переживайте, если вы его не понимаете. Это процесс, который происходит постепенно. Если оно у вас вызывает хоть какие-то эмоции, это уже результат. Главное – не быть равнодушным. But actually forgetting. Forgiveness implies remembrance, and in a sense, to come to terms with someone you have hated. All beings are amphibians, not only physically, but also in Spirit. No one can survive in single-handed. Don't they manage to march in strange processions to the seashore? Note how they stop at the end. What are they looking at? What are they after that they have lost?
мы увидели с вами только часть инсталляции. А если вы проголодались, на территории шопинга есть много ресторанов и кофеин. Ведь Мексика – это одна из стран, где выращивают очень вкусное кофе. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч на Артишок. Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись.